Глава 391. Новый дом. Луэр безучастно посмотрел вдаль на мгновение, а затем непроизвольно перевел свой взгляд к Ханьле и Кривой Душе. При виде красных колец на их пальцах он все сразу понял и дал Ханьле подробное объяснение. Значит, бессмертные мастера намерены оставаться здесь продолжительное время. Этот вопрос довольно прост. Вы, бессмертные мастера, видите здание на вершине горы. Если вы хотите культивировать здесь, вам нужно только пойти туда и арендовать помещение. Я слышал, как другие бессмертные мастера говорили, что через гору мудреца протекает природная духовая вена. Чем выше здание, тем больше там количество духовной ци. Конечно, цена также возрастает. Если вы не желаете арендовать здание и хотите вашу собственную пещеру, то это будет стоить гораздо больше, чем аренда. Кроме того, независимо от того, будет это здание или пещера, вам придется платить сбор каждые 100 лет. Если вы не заплатите, когда придет время, Дворец Звезд заберет резиденцию силой. А если у меня будет достаточно духовых камней, я смогу арендовать культивационную площадь на самой вершине. Поинтересовался Ханьле. Луэр покачал головой и смущенно ответил: бессмертный мастер, верно, шутит. Каждый круг зданий на горе мудреца называется уровнем. Общее количество уровней — 81, из них только первые 50 доступны для иностранных культиваторов и могут сдаваться в аренду за духовные камни. Оставшийся 31 уровень зарезервирован для старейшин Дворца Звезд. Что касается последнего уровня, то там живут два мудреца, лорда нашей области моря рассеянных звезд. Немного проскинув мозгами, Ханьле решительно сказал: «Хорошо, покажи мне путь. Прежде всего мне нужно найти резиденцию». «Да, повинуюсь вашим приказам, бессмертному мастеру прежде всего нужно лететь к подножию горы. Именно там находятся органы, которые распределяют резиденции». Как только он закончил говорить, лодка божественного ветра превратилась в полоску белого света и направилась к горе вдалеке. Хотя казалось, что огромная гора была близко, потребовалось около четверти часа полной скорости полета, чтобы добраться до подножия горы. Под руководством Луэр лодка Ханьле опустилась перед огромным павильоном. Там было довольно много культиваторов, которые беспрерывно приходили и уходили, время от времени вылетая или приземляясь со вспышками света. Быстро осмотревшись, Ханьле подлетел к павильону вместе с Кривой Душой и Луэром. На входе Ханьле увидел более дюжины культиваторов. 6 из них сидели по одному за несколькими каменных столами, разговаривая с культиваторами в белой одежде. Культиваторы в белой одежде выглядели усталыми, а 2 из них жалобно умоляли. Эта сцена была довольно интересной, поскольку у каждого из них было неповторимое выражение лица. Ханьле молча наблюдал за сценой со стороны. «Господин Бессмертный, за тем столом нет никого. Должны ли мы подойти?» Через короткое мгновение Луэр вежливо спросил у Ханьле. Ханьле посмотрел на пустой стол и кивнул головой. Но поскольку Кривая Душа была тем, кто сейчас был главным, Луэр остался в недоумении, поскольку он считал Ханьле главным. Старший желает арендовать резиденцию на горе мудреца. Какой уровень желаете? Чем выше уровень, тем он дороже. Культиватор Дворца Звезд взглянул на Кривую Душу и почтительно обратился к нему. Казалось, что культиваторы формирования ядра были особо почитаемы независимо от места. Именно по этой причине Ханьле приказал Кривой Душе сделать шаг вперед. «Я хочу жить в пещере. Есть ли в наличии? Чем выше уровень, тем лучше», — неожиданно сказал Кривая Душа. «Пещера. Старший довольно богат. Нужно посмотреть». Услышав высокомерный тон Кривой Души, культиватор поспешно достал нефритовую пластинку и стал изучать ее. «Я нашел. На 31 уровне есть 3 пещеры, 4 пещеры на 39 уровне и 2 пещеры на 47. Здесь указаны цены на пещеры, а также их планы этажей и возможности». Затем культиватор в белой одежде разместил несколько пластин на каменном столе. Когда Кривая Душа услышал это, он тут же взял все нефритовые пластинки и стал изучать их своим духовным чутьем. Ханьле считал, что, поскольку у него не было недостатка в духовных камнях и что его можно было считать богатым культиватором стадии формирования ядра, он мог позволить себе оплатить проживание в пещере. Но как только он увидел цены, сердце его ушло в пятки. Стоимость пещеры на 39 уровне уже вызывала у Ханьле боль в сердце, не говоря уже о 47 уровне. Кроме того, это были затраты всего за 100 лет использования. Цена поднималась до 3000 духовных камней. Это было далеко за пределами разумного. Увидев, что Кривая Душа замолчал, культиватор, казалось, догадался, о чем он думал. Он с улыбкой объяснил: «Старший. Хотя мы не можем назвать духовную вену на горе мудреца самой лучшей в области моря рассеянных звезд, но она, несомненно, входит в 5 лучших.
Ваша культивация на горе мудреца будет проходить намного быстрее, чем в обычной духовой вене. Что касается каждого уровня выше 30-го, скорость культивации увеличивает в 4 раза. Так что цена себя несомненно оправдывает. Ханли нахмурился в ответ, и кривая душа снова прочитал нефрит. Хорошо, пусть будет это. Повинуясь приказам Ханли, кривая душа передал нефритовые пластинки и указала на наиболее подходящую резиденцию на 39-м уровне. Когда кривая душа решил арендовать дорогостоящее пещерное жилище, белый одетый культиватор быстро, взволнованно ответил: «Понял, это будет стоить 2700 духовных камней». На этот раз у Ханли не использовал кривую душу, а сам достал духовные камни среднего ранга и передал их. Это медальон власти хозяина резиденции. Он позволит вам входить и выходить из пещеры, но через 100 лет медальон будет отозван. Пожалуйста, позаботьтесь об этом. Собрав духовные камни, культиватор в белом достал желтый медальон и передал его кривой душе. Забрав медальон, кривая душа молча повернулся и ушел. Ханли и Луэр также последовали за ним. Поистине невероятная цена. Фактически это стоило мне большинства духовных камней, которые помогали мне в культивации. Выйдя из павильона, Ханли глубоко вздохнул и пробормотал про себя. Эта покупка поглотила значительную часть его состояния. Луэр украдкой взглянул на Ханли и спросил шепотом: «Бессмертные мастера, есть ли еще какое-нибудь место, куда вы хотите отправиться?» Он был сильно потрясен, когда увидел у Ханли такое огромное количество духовных камней. Несмотря на то, что он видел, как другие культиваторы действовали точно так же, они никогда не тратили более нескольких десятков духовных камней. Это был первый раз, когда он увидел, как кто-то с легкостью расстался почти с 3000 духовных камней за один раз. Внезапно Луэр стал еще более уважительно относиться к Ханли, будучи теперь уверенным в том, что он может получить еще большую награду. В конце концов, Ханли потратил деньги довольно либерально. Пока Луэр помогал его, он был уверен, что его хорошо вознаградят. Ханли быстро взглянул на Луэра и небрежно сказал: «Покажи мне рынок и отведи в самые крупные магазины». Затем лодка божественного ветра взлетела в небо и превратилась в полоску света. Полдня спустя Ханли лежал на большой деревянной кровати, положив руки под затылок. Незадолго до этого Луэр рассказал ему о самых важных местах в городе небесных звезд. Затем Ханли заплатил ему, и тот ушел. При виде того, что Луэр ушел совершенно довольный, Ханли вернулся в свою пещеру на 39-м уровне, за которую он отвалил такую огромную сумму. Резиденция в точности соответствовала тому, что было написано в нефритовой пластинке. Она была не только изолированной и спокойной, но также имела большой сад духовных растений. Но то, что больше всего понравилось Ханли, плотность обильной духовной ци. Духовная вена здесь была на самом деле необычной, даже его старая пещера в Южном Небесном регионе не смогла бы сравниться. Таким образом, благодаря всем этим преимуществам, Ханли был полностью удовлетворен своей покупкой. Ограничительное заклинание пещеры также было чрезвычайно впечатляющим. Она была ничуть не слабее, чем упрощенная версия возобновляющейся формации 5 элементов. Однако даже в этом случае Ханли не мог чувствовать себя совершенно спокойным. Он решил сегодня отдохнуть, а завтра поставить свои собственные ограничительные заклинания. Только после этого он сможет почувствовать себя в безопасности, и появится время составить планы для своей будущей культивации. С этой мыслью Ханли невольно заснул. Последние месяцы он летал без остановок и действительно устал. Утром второго дня Ханли занялся своими делами сразу после пробуждения. Он заложил 3 лучших защитных ограничительных заклинания за пределами своей пещерной резиденции и посадил всевозможные духовные растения в саду для будущего созревания. Наконец, он отправился на рынок и купил большое количество высокорангового мелкого нефрита. Вернувшись в свою пещеру, он обложил этим нефритом в каждый дюйм тайной 40-метровой комнаты. После того, как вся поверхность тайной комнаты были полностью покрыта нефритом, Ханли выпустил в нее прожорливых золотых жуков. Он возлагал большие надежды на этих насекомых и планировал их хорошо обучать, чтобы они могли помочь ему в будущем. Глава 392. Выращивание жуков. Несмотря на то, что прожорливые золотые жуки были одними из самых экзотичных насекомых наивысшего ранга, на нефритовых пластинках культиватора из секты контроля над духом говорилось, что их физическая сила была ограничена. Они могли победить, только полагаясь на количество. Если рой содержал только дюжину или даже 30 особей, они были бы не слишком полезны. Только рой из тысячи или нескольких сотен тысяч мог продемонстрировать всю силу, действительно достойную своего ранга. Представив в своем воображении бесчисленное множество жуков в небе, которые уничтожали все без разбора, Ханли невольно вздрогнул.
Теперь он намеревался быстро вырастить большое количество прожорливых золотых жуков и заставить их произвести потомков, чтобы увеличить их число. Однако это было легче сказать, чем сделать. Прожорливые золотые жуки существовали только в древние времена в Южном небесном регионе и в настоящее время там вымерли. Таким образом, конкретные детали их размножения исчезли много поколений назад. Информация, содержащаяся в нефритовой пластинке культиватора из секты контроля над духом, хотя и имела характеристики насекомого, в ней не было каких-либо подробных методов их выращивания. Это очень огорчало Ханьли. Фактически, в настоящее время вымерли не только прожорливые золотые жуки, но оказалось, что 30 лучших экзотических насекомых вымерли в мире культивации. Только потому, что культиватор из секты контроля над духом был помешан на коллекционировании жуков, он собирал их и исследовал древние записи о них, составляя свой собственный список. Что касается того, насколько надежной была информация в его нефритовой пластинке, могли знать только небеса. Благодаря счастливой случайности Ханьли смог заполучить прожорливых золотых жуков, вид, который должен был вот-вот исчезнуть. Поскольку эти жуки по какой-то неизвестной причине только что вылупились, казалось, что они находились в анабиотическом состоянии с древних времен и по наши дни. Сказать, что землетрясения в горах и проливные бури могли разбудить экзотических насекомых, было бы безумием. Однако казалось, что то, что Ханьли распределили их в своей резиденции, привело к чудесному пробуждению жуков. Запах различных насекомых Ханьли пробудил аппетит у роя прожорливых золотых жуков. Изначально они должны были атаковать экзотических насекомых Ханьли, но там были кровавые пауки. Поскольку они боялись своего природного хищника, они не смели действовать слишком необдуманно вблизи резиденции Ханьли. Таким образом, они оставались скрытыми на острове малого пространства, наблюдая за пещерой Ханьли. В свою последнюю поездку Ханьли забрал с собой своих кровавых пауков, что предоставило возможность прожорливым золотым жукам появиться на свет. Из того, что Ханьли увидел, он сделал вывод, что эти жуки съели всех остальных насекомых, а затем устроили гнездо в саду духовных растений. Благодаря тайному возвращению Ханьли он смог захватить их всех за раз. Поскольку Ханьли не знал о том, как нужно выращивать этих насекомых, ему ничего не оставалось, кроме как наблюдать за ними издалека. Во-первых, когда Ханьли бросал любую пищу в комнату с жуками, в результате чего несколько сотен прожорливых золотых жуков сразу же съедали ее. Ханьли был рад тому, что они были неприхотливы в еде. Однако счастье Ханьли продолжалось лишь несколько месяцев. Скормив жукам огромное количество пищи, он заметил, что они не подросли ни на дюйм и не стали размножаться. Ханьли был расстроен и начал думать о другом методе. Поскольку эти жуки любили есть 5 металлов и духовную ци, Ханьли накормил их металлическими предметами каждого типа по отдельности и несколькими камнями низкого ранга. Сожрав их, жуки все еще ничуть не изменились, поэтому Ханьли решил, что это был еще один провал. Будучи на грани отчаяния, Ханьли швырнул им безжизненные яйца богомола. Сожрав их, в духовной ци этих жуках, наконец, начали происходить кое-какие изменения. Казалось, она стала более жесткой. Хотя приятно удивило Ханьли, однако это также и обеспокоило его. Может быть, эти жуки росли только от поедания других экзотических насекомых. Это могло стать большой проблемой, поскольку у него не было других экзотических насекомых, кроме кровавых пауков. Ханьли ничего не оставалось, кроме как кормить их свиньями и овечьим мясом. Помимо того, что эти жуки стали еще более прожорливыми, у них больше не было никаких признаков изменений. Не имея другого выбора, Ханьли постепенно стал выращивать духовные растения и создавать из них духовные таблетки. Раньше Ханьли создавал таблетки только для развития своей дальнейшей культивации, но это было в первый раз, когда он создавал таблетки для насекомых. Через несколько дней он успешно усовершенствовал свои первые таблетки для кормления насекомых. Ханьли тут же накормил жуков и 2 кровавых пауков частью таблеток. Результаты привели Ханьли в полнейший восторг и волнение. Он был счастлив, что духовные таблетки благотворно влияют как на демонических зверей, так и на экзотических насекомых. К сожалению, изменения, которые произошли у жуков и кровавых пауков, были совершенно разными. Это послужило причиной для волнения. Он накормил обоих кровавых пауков 5 таблетками на каждого. На следующий день их духовная ци выросла на небольшое, но очевидное количество. Тем временем он скормил жукам большое количество таблеток, но эффект был незначительный. Он решил, что поскольку жуков было слишком много, росли они намного медленнее. Таким образом, этот способ не имел при себе очевидных преимуществ. Этот рой до сих пор составлял всего лишь несколько сотен в количестве. Когда он подумал о нескольких десятках тысяч, чтобы увидеть их истинную силу, он потерял уверенность в том, что сможет вырастить такое количество этих жуков.
Придя к такому выводу, Хань Ли потерял интерес к разведению прожорливых золотых жуков и накормил оставшимися питательными духовными таблетками своих кровавых пауков. Что касается жуков, он каждый день кормил их обычными насекомыми каждый день. На данный момент Хань Ли уже провел полгода в городе небесных звезд. В дополнение к выращиванию жуков, Хань Ли находился в уединенной культивации и занимался созданием марионеток второго ранга и всевозможных талисманов. Поскольку Хань Ли еще не достиг стадии формирования ядра, он мог использовать только какие-либо промежуточные магические техники или усовершенствовать любые промежуточные талисманы. Наловчившись на создании таких низкоранговых талисманов, его успех в создании высокоранговых талисманов стал составлять 50%. Это позволило ему сэкономить большое количество материалов. Металлическое дерево в возрасте несколько сотен лет был основным ингредиентом в создании кукол второго ранга. Поскольку Хань Ли мог ускорять процесс созревания металлического дерева, скорость создания марионеток увеличилась более чем наполовину. В качестве душ, которые требовались для создания марионеток, он использовал чашу сбора душ императора Юэ. Там было много диких душ, которые давно потеряли рассудок. Он прямо использовал их, поскольку с потерей рассудка они потеряли свою квалификацию для реинкарнации. Таким образом, он мог рассматривать их только как обычные расходные материалы. Завершив создание около 200 кукол одной модели, Хань Ли остался крайне доволен. Однако создание этих кукол поглотило значительное количество духовных камней Хань Ли. Хотя стоимость создания одной марионетки не считалась большой, однако затраты на успешное создание 200 марионеток с добавлением стоимости материалов, потерянных во время неудачных попыток, лишали его дара речи. К этому времени Хань Ли находился в своем уединении в течение 2 лет. В течение этих 2 лет Хань Ли кормил кровавых пауков питательными духовными таблетками. Благодаря им пауки достигли своего пикового состояния. За это время кривая душа почти полностью усовершенствовал небесную чашу. Хотя он не был создателем магического сокровища и таким образом не смог слить с ней свой ум, в конечном итоге он смог поглотить ее своим телом и использовать около 70% ее силы. Раньше Хань Ли думал о том, чтобы создать собственное магическое сокровище для кривой души, но материалы для создания магических сокровищ были невероятно дорогостоящими. У Хань Ли осталось так мало духовных камней, что он не смог бы приобрести даже самые распространенные материалы для магического сокровища. Кроме того, магические сокровища — это не то, что можно было создать за короткий промежуток времени. По крайней мере, потребовалось бы 30 лет горьких усилий, прежде чем он смог освоить ранние этапы этой силы. Но у Хань Ли не было столько времени, его самая насущная потребность заключалась в том, чтобы приобрести большое количество ядер демонических зверей, чтобы он смог создать духовные лекарственные таблетки подготовки к второму циклу техники революции 3 сущностей. Все, что он делал в уединении, будь то выращивание его экзотических насекомых или создание большого количества марионеток, были подготовкой к охоте на демонических зверей. Хань Ли задавался вопросом, смогут ли они охотиться на демонического зверя 5-го ранга без особых трудностей, если кривая душа будет действовать как основная сила с помощью его марионеток, кровавых пауков, ограничительных заклинаний и самого Хань Ли. Таким образом, Хань Ли, наконец, покинул свою резиденцию в пещере, захватив с собой кривую душу в город небесных звезд. Поскольку он хотел выйти во внешнее звездное море, чтобы охотиться на высокоранговых демонических зверей, он, естественно, нуждался в информации о них и о том месте, где находилась транспортная формация. Таким образом, он отправился на городской рынок, надеясь получить то, что ему нужно. Рынок города небесных звезд был расположен на 1-м уровне горы Мудреца и был настолько огромным, что он занимал по крайней мере половину 1-го уровня, если не больше. Объем ежедневной торговли материалами и магическими инструментами на этом рынке был гораздо более значительным и процветающим, чем в любом ранее известном Хань Ли городе. Глава 393. Остров мрачного нефрита. В течение последующих 2 лет Хань Ли несколько раз уходил в уединение, чтобы пополнить количество своих марионеток. Поскольку во время своих вылазок наружу он был таким большим транжирой, многие владельцы магазинов запомнили его. Получив информацию, которую он хотел от хозяев магазинов, Хань Ли отправился в книжный магазин под названием «Павильон Белых Ворот». Как и ожидалось, в магазине был сборник информации обо всех демонических зверях, известных в настоящее время в области моря рассеянных звезд. Хань Ли очень заинтриговал этот сборник, и он приобрел его копию более чем за 1000 духовных камней. Что касается информации об островах дьявольских зверей внешнего звездного моря, Хань Ли нашел ее в ничем не примечательном, маленьком магазинчике. Поскольку его цель была достигнута, Хань Ли собирался вернуться в свою пещеру.
На обратном пути у него была еще одна сумка для хранения и сумка для хранения духовных зверей. В настоящее время у него было и правда слишком много предметов при себе. Вместе с его 200 марионеток, которых он выстругал, было бы неудобно использовать все, что он купил. Кроме того, поскольку он планировал отправиться в море на охоту за демоническими зверьми, ему понадобилось бы больше места для хранения ценных частей тела в дополнение к их ядрам демонических зверей. Было бы слишком расточительно просто выбросить их, поэтому вполне естественно, что он захотел расширить емкость для хранения. Через час Хань Ли покинул магазин. Поскольку теперь у него емкость для хранения была почти в 10 раз больше, он решил, что этого должно быть достаточно. Затем, проходя мимо аукционного дома щедрой награды, самого высокорейтингового аукциона в городе небесных звезд, он просто не мог не зайти. Хань Ли почувствовал себя действительно алчным. Мало того, что у них было 6 ядер демонических зверей, у них также были высокоранговые материалы для улучшения магических сокровищ. К сожалению, хотя предметы на этом аукционе были очень ценными, культиваторы, такие как Хань Ли, у которых было несколько тысяч духовных камней при себе, не могли позволить себе здесь купить что-либо. Каждый из этих предметов был невероятно редким. Хотя Хань Ли мог продать с аукциона свои тысячелетние духовные травы по высокой цене, они были такой редкостью, что он просто не хотел привлекать к себе лишнее внимание. Иначе он бы мог навлечь на себя неприятности. В конце концов, у него не настолько не было денег, чтобы рисковать своей жизнью. Таким образом, было бы лучше избежать ненужных неприятностей. Насмотревшись вдоволь на слишком дорогие товары, Хань вернулся в свою резиденцию в пещере. Месяц спустя Хань Ли привел все свои дела в порядок. Все это время он изучал особенности и слабости демонических зверей внешнего звездного моря и разрабатывал соответствующие планы действий, столкнувшись с любым из них. Но однажды Хань Ли внезапно рассмеялся и запрыгал от радости. Затем, взволнованным лицом, он выбежал из резиденции в пещере. В мгновение ока прошло полгода. Хань Ли и Кривая Душа стояли на 50-м уровне города небесных звезд, прямо перед большим залом, который был полностью сделан из мрамора. На огромной 10-метровой вывеске сияли золотые слова «Дворец звезд». Однако внутри зала не было никого. Хань Ли спокойно вошел внутрь вместе с Кривой Душой. Пройдя через небольшой короткий коридор, у него перед глазами предстала следующая сцена. Внутри зала находилось 4 мужчин-культиваторов и 1 женщина-культиватор, которые беседовали между собой с культиватором в белой одежде из Дворца Звездного Неба. За ними стояло несколько транспортных формаций одинакового размера. Перед каждой из них был установлен небольшой каменный стол. Хань Ли, не обращая внимания на формации, высвободил свое духовное чутье. Однако то, что он обнаружил, шокировало его. Половина присутствующих были культиваторами стадии формирования ядра, а вторая половина — культиваторами на поздней стадии заложения фундамента. После того, как Хань Ли и Кривая Душа вошли, все 6 посмотрели на них с большим удивлением. Культиватор в белой одежде стадии формирования ядра пришел в себя первым, затем остальные 5. Уважаемые гости, вы двое также хотите отправиться на острова демонических зверей. Как насчет того, чтобы присоединиться к нам, используя одну формацию для телепортации и поделить стоимость между собой? Очаровательная женщина в возрасте лет 30 внезапно заговорила со сладкой улыбкой на лице. Хань Ли молча взглянул на нее, но ничего не ответил. Вместо этого он посмотрел на культиватора в белой одежде, который отвечал за телепортацию, и спросил, немного замешкавшись: «Старший, это возможно?» Конечно, использование транспортной формации тарифицируется в зависимости от количества активаций, а не от количества людей. Независимо от того, будет ли это 1 человек или 7 человек, цена будет 700 духовных камней. Однако за 1 раз можно телепортировать не более 7, равнодушно ответил культиватор в белом. Хань Ли почтительно поблагодарил его за объяснение, а затем повернул голову к женщине и спросил ее с улыбкой: «Вы решили, на какой именно остров хотите отправиться?» «Мой боевой дядя, и я хочу отправиться на остров Мрачного Нефрита». «Остров Мрачного Нефрита». Женщина опешила на мгновение. Взглянув на несколько человек позади нее, она сразу ответила с легкой усмешкой: «Какое совпадение! Мы тоже планировали отправиться на остров Мрачного Нефрита». Выражение Хань Ли не изменилось, но внутренне он усмехнулся: совпадение. Кажется, этим людям все равно, на какой остров телепортироваться. Однако, поскольку Хань Ли мог таким образом сэкономить, он охотно согласился. После того, как каждый из членов группы передал 100 духовных камней культиватору в белой одежде, все они встали в центр транспортной формации для телепортации на остров Мрачного Нефрита. Затем культиватор в белой одежде передал каждому из них талисман, который был подобен талисману Великого Смещения, чтобы они разместили его у себя на теле.
Было очевидно, что этот талисман предназначался для предотвращения любых последствий из-за телепортации на большие расстояния. Хотя талисман мог обеспечить защиту при телепортации на большие расстояния, он был эффективен только на определенном расстоянии и мог использоваться только один раз. В качестве примера можно привести талисман Великого Смещения, о котором уже говорилось выше. Но даже в этом случае талисман по-прежнему считался редким предметом, который могли создать только талантливые мастера Дворца Небесных Звезд. Они не поступали на внешний рынок. Хань Ли немного занервничал, когда духовный камень на формации засверкал ослепительно ярким светом. После того, как свет исчез, Хань Ли и другие оказались в простой каменной комнате, что указывало на то, что телепортация прошла успешно. Помимо них в этой комнате находился другой культиватор Дворца Звезд. Культиватор Дворца Звезд был культиватором на средней стадии заложения фундамента. В настоящее время он медитировал в углу комнаты. Равнодушно взглянув на Хань Ли и других, когда телепортация закончилась, он снова закрыл глаза, не намереваясь больше обращать на них внимание. Хань Ли почувствовал странные колебания духовной ци в этой комнате. Похоже, что это было из-за ограничительных заклинаний, которые окружали комнату. В каменной комнате была приоткрытая дверь. Сквозь щель можно было услышать чей-то слабый разговор и разглядеть силуэты говорящих. В то время как Хань Ли с любопытством осматривал комнату, остальные вышли из формации, думая о своих собственных делах. Однако внезапно культиватор на стадии формирования ядра, старик с лицом, красным как помидор, повернулся и спросил: «Господин даосист, возможно, вы захотите присоединиться к нам в охоте на демонических зверей? Мы разделим духовые камни поровну, распродав демонических зверей. В этом нет необходимости. У нас с моим боевым племянником свои планы. Будьте осторожны». Уродливое лицо кривой души ничуть не изменилось, когда он отклонил их предложение. Старик был немного разочарован отказом, глубоко вздохнул и сказал: «Ну раз так, ничего не поделаешь. Хотя если бы вы присоединились ко мне, у нас бы не было проблем с охотой на демонических зверей. Поскольку, как мне кажется, что вы впервые на острове демонических зверей, я дам вам два совета. Здесь вам стоит остерегаться не только демонических зверей, но и засад от бесчестных культиваторов. Именно поэтому я бы вам рекомендовал путешествовать в группе. В любом случае, наше предложение в силе, и вы можете присоединиться к нам в любое время». Хань Ли на мгновение замолчал, а затем просто вышел из комнаты вместе с кривой душой, скрывая на своем лице усмешку. «Что?» Хань Ли был удивлен увиденному. Было бы ошибкой не сказать, что снаружи повсюду были небольшие улицы с магазинами, в которых продавались талисманы, магические инструменты, различные товары или даже склады для покупок. В каждом из магазинов также был продавец, лениво сидевший внутри. Эти магазины выглядели довольно грубо построенными. Все они состояли из деревянных бревен. Выглядели они настолько хлиплыми, что Хань Ли казалось, что даже легкий порыв ветра может снести их. Более того, эти так называемые улицы распространялись во всех направлениях от комнаты с транспортной формацией. Направлений было настолько много, что глаза буквально разбегались. Глава 394. Культиваторы и демонические звери на маленьком острове. То, что более всего удивило Хань Ли, так это тишина, которая распространялась по улицам. Снаружи магазинов не было никого. Немного помолчав, он тихо улыбнулся. Как он мог забыть? В этом месте не могло быть так оживленно, как во внутреннем Звездном море. Все, кто только что прибыл на этот остров, по крайней мере, были на средней стадии заложения фундамента. Естественно, что все они были охотниками за демонических зверей. Затем Хань Ли поднял голову и осмотрелся по сторонам, что это место фактически было построено рядом к небольшой горы. Хань Ли задумался на мгновение, а потом направился к магазину, в котором продавались общие предметы. «У вас есть новые морские карты близлежащего района». До того, как Хань Ли прибыл сюда, он уже узнал, что морские карты островов демонических зверей постоянно обновляются и что чем новее карта, тем она лучше и полезнее. Разумеется. У нас есть общие карты и подробные карты. Какой именно вы желаете приобрести? Продавец магазина общих товаров был культиватором среднего возраста на стадии концентрации ци. Он с восторгом ответила на вопрос Хань Ли. «Мне нужна подробная карта», — мгновенно ответил Хань Ли. «Подробная карта стоит 100 духовных камней», — ответил мужчина средних лет. 100. Хань Ли чувствовал, что его обманывают, в результате его лицо потемнело от ярости. Хотя он не искал неприятностей, но не мог позволить, чтобы его обманывал низкоранговый культиватор. Старший, должно быть, неправильно понял.
Эту цену установил не я, а начальство. Я только подчиняюсь приказам. Кроме того, другие культиваторы продают новые карты по еще более высокой цене. В ответ на мрачное выражение лица Ханьли он объяснил ситуацию. На его лице совершенно не было страха. «Начальство? К какому торговому союзу ты принадлежишь?» — спросил Ханьли, слегка нахмурившись, постепенно успокаивая свой гнев. Он четко понимал, что небольшие магазины были бы не способны вести бизнес на островах демонических зверей. Так что это мог быть даже филиал торгового союза 4 элементов. После небольшой паузы мужчина средних лет ответил с улыбкой: «Хе-хе, вижу, что старший хорошо осведомлен. Я являюсь подчиненным торгового союза Щедрой Награды. Этот торговый союз создал аукционный дом Щедрой Награды в городе Небесных Звезд и является членом торгового союза 4 элементов». «Все верно, старший». Без каких-либо дальнейших пререканий Ханьли просто вынул 100 духовных камней. Продавец слегка хихикнул и тут же передал ему нефритовую пластинку. Ханьли взглянул на другие магазины, прежде чем взять нефритовую пластинку, и смущенно спросил: «Другие магазины также принадлежат к торговому союзу Щедрой Награды? Разве такое может быть?» Помимо закупочного склада на Западе, другие предприятия были созданы разными торговыми союзами и не имеют никакого отношения к нашему. Мужчина средних лет взглянул на другие магазины и ответил с небольшой враждебностью. Услышав это, Ханьли повернулся и ушел из магазина вместе с кривой душой, не сказав ни слова. Он уже собирался было улететь оттуда на своей лодке божественного ветра, как вдруг с неба упала полоса зеленого света и с неба и приземлилась прямо перед магазином. Свет исчез, раскрывая высокого, статного культиватора стадии формирования ядра. «Младший Фэн, у меня к тебе есть дело». Высокий культиватор громко крикнул, как только вошел в магазин. Затем он вынул из-за пазухи сумку для хранения и швырнул ее на пол. Из сумки появился вихрь радужного сияния, за которым последовало появление 10-метровой трупа чудовищной рыбы. Однако рыбой ее было трудно назвать. Единственное, что у нее было рыбьего, так это зеленая чешуя на теле. Это существо было с головой питона и огромными когтями на животе. В верхней части тела сияла кровавая дыра. Очевидно, что демоническое ядро уже было извлечено. Ах! Старший Хао, добро пожаловать! Эту нефрито-чешуйчатую демоническую рыбу на самом деле довольно трудно убить. Только старший с его поистине непревзойденными навыками мог ее убить. Молодой парень на стадии концентрации Ци тут же выбежал из магазина, окинул труп демонической рыбы и улыбнулся. Высокий культиватор в ответ на его лесть засмеялся. Очевидно, он на самом деле был известным охотником. Он внезапно повернулся и взглянул на Ханьли и кривую душу. Немного посмотрев на них, он закричал им: «Ваши лица мне не знакомы. Вы, должно быть, только что прибыли. Не желаете ли поохотиться на демонических зверей вместе со мной?» При виде того, что этот мужчина был таким дружелюбным, Ханьли молча улыбнулся, а кривая душа отрицательно покачал головой. Высокий культиватор был немного разочарован, но с энтузиазмом продолжил: «Я Хао Юантянь, хорошо известен на острове Мрачного Нефрита. Если вы передумаете, вы легко сможете меня найти». Сказав это, культиватор взял мешок с духовными камнями от юноши, мельком взглянул на него и исчез в небе полоской зеленого света. Ханьли стоял, не сдвинувшись с места, молча размышляя. И культиватор стадии формирования ядра с красным лицом, и этот высокий мужчина по имени Хао приглашали его присоединиться к ним. На острове Мрачного Нефрита было немало культиваторов в стадии формирования ядра, которые уже объединились в группе. Очевидно, что даже культиваторы стадии формирования ядра не осмеливались охотиться на демонических зверей в одиночку. Но Ханьли уже знал об этом из своих исследований. Если у него не было собственных планов, вполне вероятно, что он согласился бы на одно из своих приглашений. Ханьли тщательно изучил карту на нефритовой пластинке, которую он только что купил, а затем встал на свою лодку и полетел. Остров Мрачного Нефрита был не очень большим, и спустя какое-то время Ханьли уже оказался на краю острова. Ханьли оглядел окрестности, стоя на своей лодке божественного ветра. Перед его божественной лодкой. Его глаза сверкнули, когда он выбрал направление и направился ближе к морю. Ханьли не смел слишком приближаться к воде, поскольку там обитало множество демонических зверей с высоким уровнем культивации. Хотя эти звери скрывались в морском дне, они не брезговали поймать любую жизненную форму, которая появлялась над поверхностью воды. Ни один культиватор не выжил бы после такой встречи. Таким образом, Ханьли был очень осторожен. Но при этом летать слишком высоко тоже было небезопасно, поскольку во внешнем звездном море обитали не только морские демонические животные. Здесь встречались и демонические птицы, которые обычно выискивали жертв сверху.
так что попасть в их поле зрения было также крайне нежелательно. Конечно, так было не только в этом случае. На любой морской территории были свои обстоятельства, так что безопасность нигде не была абсолютной. Каждый год культиваторы телепортировались на острова демонических зверей, чтобы заполучить их демонические ядра, но значительное число их никогда не возвращалось. Ходили слухи, что некоторые демонические звери выигрывали в бою с культиваторами стадии формирования ядра и пожирали их, вместо того, чтобы быть пойманными. Несмотря на то, что высокая прибыль в случае успеха в охоте на демонических зверей была очевидной, здесь был повышенный уровень опасности. Таким образом, все культиваторы, которые прибывали на эти острова, добровольно объединялись в группы со своими знакомыми и охотились вместе, повышая свой собственный уровень безопасности. Однако объединяться в слишком большие группы было запрещено. Раньше все охотники на островах демонических зверей охотились вместе. Какое время им везло, но потом они привлекли внимание большой группы демонических зверей 7-го ранга и выше. Мало того, что смерть их была ужасной, но остров был полностью разрушен. После того, как эти события повторились несколько раз, никто больше не осмеливался собраться в слишком большие группы. В настоящее время в группе не набиралось более дюжины человек, в которых были культиваторы высокого уровня культивации. Вспоминая вышеупомянутую информацию, выражение лица Хань Ли сразу стало мрачным, после того, как он облетел остров мрачного нефрита. Хань Ли не только высвободил свое духовное чутье на всю мощность, в результате радиус его чутья составил 100 метров, он также передвигался на своей лодке с максимальной скоростью, превратившись в полоску белого света. Каждые 6 часов Хань Ли останавливался и сверял направление, как будто потерялся или не мог найти свое направление. Однако удача была на стороне Хань Ли. По пути он не столкнулся с какой-либо проблемой, кроме одного низкорангового зверя, которого он с легкостью победил. Проведя в полете с периодическими остановками в течение 3 дней, он, в конце концов, заметил небольшой огненно-красный остров. Подлетев поближе, он увидел, что остров создан из скопления алого коралла. В лучах солнечного света весь остров выглядел просто потрясающе. Хань Ли завис над островом и радостно улыбнулся. Глава 395. Радужная трава со свернувшимися листьями, остров красных кораллов. Вот он какой. Стоя на своей лодке божественного ветра, Хань Ли пробормотал про себя. Затем он сделал большой круг вокруг острова, убедившись, что поблизости нет ни культиваторов, ни демонических зверей. Только после этого Хань Ли вместе с кривой душой высадился на остров. Маленький кольцеобразный остров состоял из коралловых кулиц разного размера. Хань Ли приземлился на ровную поверхность и опустил свои ноги на землю, которая состояла из мелких, темно-красных зерен пыли. Затем он поднял голову, чтобы исследовать топографию острова. Через мгновение он прищурился, погрузившись в раздумье. Приказав кривой душе защищать его, он отправился вглубь острова. Под защитой кривой души Хань Ли тщательно осмотрел западную и восточную часть острова. Тщательно изучив весь остров, он погрузился в море в центре острова и провел половину следующего дня. На следующий день Хань Ли закончил свое расследование и, наконец, принял решение. Он приказал кривой душе разместить в выбранных им местах 3 великих формации: возобновляющуюся формацию 5 элементов, формацию свирепого небесного ветра и формацию небесных иллюзий. Все 3 формации покрывали центр острова красных кораллов. Установив 3 формации, Хань Ли дополнительно создал несколько небольших ограничительных заклинаний в центре острова. Каждое заклинание начиналось из центра и распространялось в разные направления, образовывая прочную сеть. Проделав все это, Хань Ли перепроверил все еще раз, чтобы убедиться в том, что он ничего не забыл. Затем он достал нефритовую коробку и осторожно погладил ее. На лице Хань Ли появилась таинственная улыбка, когда он медленно открыл коробку, где находилось духовное растение, на стебле которого было 30 листьев. Листья были полностью свернуты, что выглядело довольно странно. Еще более странным было то, что из растения выходил белый туман, который на солнце сиял радужным цветом. Все это придавало растению невероятно фантастический вид. Это и был самый большой козырь Хань Ли — радужная трава. Хотя трава была необычной, ее нельзя было назвать редким растением. Ее можно было найти на коралловых рифах в море рассеянных звезд. Однако, если попытаться посадить его в обычную почву, оно будет сиять несколько дней, а затем просто завянет. Это было довольно интересное растение. Самым интересным было то, что цвет, которым он светился, подстраивался под окружающую среду, и растение могло изменять цвет в зависимости от его текущего местоположения, будь то синий, красный или любой другой цвет. Однако оно не обладало значительными лекарственными эффектами для культиваторов.
Помимо своего необычного внешнего вида, обычные культиваторы рассматривали его только как ингредиент, используемый в некоторых лекарственных таблетках низкого ранга. Однако радужная трава имела другое название – трава-приманка для демонических зверей, и ранее вызывала большой шум в мире культивации области моря рассеянных звезд. Тогда какой-то культиватор внезапно обнаружил, что каждые 100 лет один из 13 скрученных листьев этой чрезвычайно красивой лекарственной травы разворачивается. После того, как он полностью развернется, он начинает испускать странный аромат, который держится целую неделю. Запах не оказал никакого влияния на культиваторов, но для многих демонических зверей он действовал как приманка. Даже легкий аромат был способен приманить демонического зверя, в результате они могли даже нестись на перегонки к таинственному источнику аромата. Кроме того, чем старше была радужная трава, тем дальше мог распространяться ее аромат, и тем более могущественных демонических зверей она привлекала. Следует сказать, что эксперт на стадии зарождения души обнаружил стебель тысячелетней радужной травы в глубинах области внешнего звездного моря в тот момент, когда она развернула свой 11-й лист. В результате этот эксперт лично стал свидетелем, как несколько демонических зверей 6-го и 7-го ранга на перегонки бросились к нему, повергнув эксперта в ужас. Когда эта новость распространилась в мире культивации, многим культиваторам пришла в голову мысль о том, чтобы растение можно было использовать для приманки демонических зверей, поскольку часто бывало, что культиваторы месяцами блуждали во внешнем звездном море в поисках демонического зверя, но им не удавалось встретить ни одного. Для большинства культиваторов наилучшими целями были демонические звери 5-го ранга, в то время как звери 6-го-7-го ранга представляли большую опасность для их жизни. Что касается любых демонических зверей выше 8-го ранга, то от них сбегали даже эксперты стадии зарождения души. Естественно, что любой другой культиватор становился для них легкой добычей. Число зверей-демонов в внешних звездных морях было действительно большим. Однако их было действительно трудно найти, поскольку они редко когда-либо оставляли свое укрытие из глубоких морей. Если культиваторы высокого уровня не пролетели тысячами километров изо дня в день над океаном или не обладали замечательной способностью искать море с их духовным смыслом, то роуминг в рассеянных звездных морях в течение полугода без столкновения с демонами был очень распространенным явлением. В конце концов, внешнее звездное море было настолько огромным, что у различных демонических зверей были свои собственные техники маскировки. Поэтому зверя легко можно было не заметить даже при поиске духовным чутьем. Когда выяснилось, что радужная трава может заманивать демонических зверей, это вызвало большой ажиотаж. Какое-то время радужная трава стала очень ценным предметом. Однако вскоре выяснилось, что на самом деле это оказалось обычной выдумкой. Прежде всего, нельзя было точно определить, когда листья будут разворачиваться. Говорилось, что один лист разворачивается раз в 100 лет, но это время могло варьироваться от 2 до 3 лет. Таким образом, культиваторы не могли эффективно использовать его, пока находились в море. Во-вторых, удручающим было открытие того, что радужная трава теряла все свои свойства после того, как его сорвали. Таким образом, мысль о том, чтобы перемещать его сразу же отпала, и растению сразу же вернулось его прежнее название – радужная трава. Когда Хань Ли обнаружил этот исследовательский отчет в нефритовой пластинке, его глаза загорелись от радости. Магические эффекты его бутылки просто идеально подходили для этой духовной травы. Обнаружив это, он сразу же приобрел стебель радужной травы на городском рынке и начал проводить эксперименты в своей пещере. В результате радужная трава могла развернуть листья под воздействием жидкости из зеленой бутылки в течение 5 дней. Как только лист разворачивался, он начинал испускать странный запах, который нельзя было назвать неприятным, не отвратительным, но его легко можно было почувствовать. Хань Ли тут же решил опробовать его на своих кровавых пауках в своем саду духовных растений. В результате, как только пауки почувствовали запах растения, они сразу же метнулись в его сторону и сожрали без малейшего колебания. Вскоре после этого запах исчез, и 2 белых паука пришли в обычное состояние. Тогда результат эксперимента для Хань Ли стал приятным сюрпризом, однако он немного волновался о состоянии своих пауков. Тщательно наблюдая за ними в течение следующих нескольких дней, он обнаружил, что ничего странного не произошло. Он, наконец, почувствовал облегчение. Благодаря этой козырной картой в руке, он почувствовал уверенность в успехе при охоте на демонических зверей. Закончив последний этап подготовки, Хань Ли купил большое количество радужной травы, а также посетил множество коралловых островов вокруг территории острова Мрачного Нефрита после прибытия. В конце концов, радужная трава могла расти только на коралловых островах. Таким образом, после того, как он поставит свою сеть на острове Красного Коралла, ему останется только ждать, пока радужная трава созреет и начнет приманивать демонических зверей. После тщательных поисков Хань Ли нашел изолированный коралловый риф в море в центре острова Красного Коралла и посадил на нем свою радужную траву.
Хотя он знал, что чем старше радужная трава, тем большим эффектом она будет обладать, он не рискнул использовать растение старше 100 лет, чтобы не подвергать себя лишнему риску. Хань Ли достал из-за пазухи маленькую бутылочку и аккуратно капнул зеленой жидкостью на духовную траву. Затем он стал медитировать на соседнем коралловом острове вместе с кривой душой, сохраняя свою полную силу для предстоящей битвы. 3 дня спустя радужная трава развернула лист на глазах Хань Ли и стала испускать странный запах. Хань Ли молча взмахнул рукой. По вспышке света разноцветные флаги формации появились вокруг него. Хань Ли взглянул на флаги формации и спокойно закрыл глаза. Он решил, что если в ближайшие дни не появятся демонические звери, он капнет на растение еще одну каплю, чтобы увеличить диапазон приманки демонического зверя. Этого должно было хватить.